Вы на канале Минск Family. Сегодня мы сделаем обзор лодочек от 2500 до 50. В описании к этому видео вы найдете ссылку на телеграм-канал Yacht Family, в котором мы будем присылать актуальную, прямо сейчас найденную информацию, а также уточнения, которые выяснились тем или иным способом. Если вы хотите единовременно забрать все предложения, которые были найдены со всеми уточнениями, вы это можете сделать в нашем профиле Patreon и поддержать наш канал, если вам нравится, что мы делаем. Ну что ж, приступим. В конце видео, если кто-то нетерпеливый, я нашел просто суперскую лодку Elon Impression 384 за 32 тысячи. Считаю, это просто цена-качество, супер сочетание. Обзор сделан на 19-20 июля 2022 года. И как видно, что уже самые такие какие-то интересные варианты проданы. Поэтому самая дешевая лодка, найденная в Финляндии, за 2500, Бастрем 31. Такую же лодку смотрел один из наших друзей канала в Швеции, уже за 5000. Была даже в худшем состоянии, чем это. Поэтому едем дальше. Этой лодочки уже нет. Все, что очень вкусное, очень быстро улетает, конечно же. Дальше, там же в Финляндии 3500. Вот эта лодочка. Интересно, что у нее даже есть радар для такой маленькой лодки. Хорошее пространство, холодильник. Чистенько для своих годов. 7,5 лошадей Volvo Penta дизельный. Необходимый антифолинг и обслуживание. Есть даже автопилот, дизельный обогреватель, GPS, радар. Классическая лодочка 3500. Находится она в... Не выговорю я это. Вот это. Нептун 860. Это хорошенькая, ухоженная лодочка, маленькая. С достаточно наличием много всего интересного. Чарт-плоттер он стоит даже. Вот он. Автопилот. Хорошо, приборы. Газовая плита. Мне нравится, что есть штурвал. Это круто. Классная лодка для начала. Двигаемся дальше. Комфорт 30. Известные, по-моему, американские лодки. Volvo Penta 13 лошадей внутри. 77 год. Была на земле в июне 21 года. Дизельный обогреватель, плита, охладитель. Такая классическая тоже компоновка. За 4000. Антифолинг, Cell Drive, не круто, но это Volvo Penta, запчасти вот везде. Хорошие закрывающие столы, видите, уже такая чуть-чуть посовременнее, чуть поприятней. Разделение пространства с духовкой, заднее спальное место уже имеется. Мне кажется, неплохое предложение для 4000. Все ссылки будут находиться в телеграм-канале Yacht Family на все лодки, которые мы сегодня посмотрим. Шведский Albin Nova, известная лодочка, 5000. Видите, какой простор в носовой каюте. Очень все по-домашнему сделано. Кожано. Задняя даже полуторка. Место спальня есть. Мне нравилось такое расположение высокой достаточно части. Это можно вполне закрыть, выделив отдельную каюту здесь, если захотеть, перегородкой, либо шторкой, либо еще как-то. Очень удобно здесь от столика до лестницы сделать что-нибудь, чтобы выделить это пространство. Очень приятная за 5000, мне кажется, компоновка. Находится она тоже в Финляндии по сайту. Вот здесь вот. Антифолинг сделан. Albin Nova очень известная лодка. 30 лошадей уже. Янмар. 3GM. Достаточно не старый мотор. 33 фута.
82 год. Классное предложение. Двигатели, видите, в 2020 году был сделан капитальный ремонт. Так, есть какие-то сложности у него. Был заменен нижний коренной подшипник, но, к сожалению, это не помогло и сломалось. Что-то не работает с двигателем, судя по всему. Поэтому будьте внимательны, читайте описание. Ссылки в телеграм-канале. Дальше. 6000 30-футовый, полностью оборудован для данных поездок. Читал это описание. Есть автопилот и все необходимое. Здесь не прошло какую-то страховку для Карибов и Средиземки, хотя я тут не понимаю, что у них там за сложности в Финляндии, либо в Швеции пройти, заключить страховку. 6000. Вот такое предложение. Намного меньше фотографий, находится она в Швеции. Так, здесь у нас лодочка поменьше, 27 футов. Это какой-то Ягуар. Находится она уже в Средиземном море. Сразу стоит 7000. Это вот, к слову, если что-то брать в Скандинавии, перегонять в Средиземку, то минимум там 30 до 50% просто прилипает сразу же. В этой лодке там ничего особенного нету. Она имеет отдельный туалет. И вот тут интересно, если хотите отдельный туалет, то видите, как съедается пространство. Для маленькой лодки отдельный туалет — это все, больше ничего внизу нету. Только туалет и спальные места. Ну, находится в Средиземке. 7000 самое дешевое предложение в средиземной части. Так, Комфорт 30 с Volvo Penta, уже свежий, до 1.30. Это достаточно свежие моторы. Так, что мы здесь имеем? Загрунтован был, подготовлен. Volvo Penta 2007 год. Около 1000 часов. Sail Drive. Складной лопастной винт. Ну, хороший набор, почитаете. Керосиновый обогреватель для Скандинавии. Обогреватель либо дизельный, либо керосиновый, все время что-то стоит. Видите, как носовой подход ко всем этим фьордам. Вот такой она имеет вид внутри. Отдельный этот. Хороший, видите, свеженько все видно. Очень приятная лодка по виду. Румпель. Симпатичный кокпит. Но классическая компоновка, просто посвежее. Эту лодку я уже выкладывал в наш телеграм-канал Yacht Family. И то же самое, пару дней продано. Лодка потерпела крушение, сгорела. Это Sun Odyssey 45-2008 года. Мачта поломалась, но все это он отдает в комплекте. Гики там и прочие ванты, все, что как бы есть. Находится она на Лафонтенских островах. Он вообще классно написал. Черт, она находится на Лафонтенских островах. Двигатель работает. Ну, лодку уже забрал кто-то как проект. Такой крэш произошел. Да, даже два туалета, санузла. Очень жалко, конечно, такой крэш. Так, двигаемся дальше. 15900, Джульет 83 года. Лодка находится в Греции. 400 часов, 30 лошадей. Смотрим. Есть передние кормовая каюты. Центральный кокпит. Погон прямо внутри кокпита. Не совсем это удобно, но центральный кокпит, ничего не поделаешь. Все шкоты выведены в кокпит для управления в одного человека. Старые лебедки без топоров. Повсюду. Зато мейн в мачту закручивается. Интересная компоновка. Все старенькое, безусловно. Кондиционер впихнул. Карт-плоттер. Душ внутри. Он показывает заднюю каюту.
кучу батарей, как он сказал, на 1000. И свой Янмар. Все, посмотрите внимательнее. Если кого заинтересует, 15,5 тысяч. Эллен 31. Нравится мне эта верфь. Эллен делают очень интересные инженерные лодки. Янмар 18 лошадей стоит. Объем воды 200 литров. Хорошо, топливный бак 50. Кают 2. Находится... свяжись с офисом в Хорватии. Находится она... Да, в Хорватии находится. Кто-то спрашивал, что у нас в Хорватии. Вот есть такой Эллен с 2 задними дверьми. Одна из них каюта, одна туалет. Отдельный. Очень интересное предложение за 18 тысяч. Ветряк. Солнечных панелей не вижу. Солнцезащиты на парусе не вижу, но может быть, как у меня, есть чехол наверх. Есть тузик. А остальное надо выяснять. Гипси 32, 22 тысячи в Греции, в Левкосе. Если надо посмотреть, обращайтесь, мы здесь, как раз на Левкосе. Каждый год, ну да, вот здесь классическая компоновка, все время стоит на земле, только в течение нескольких недель каждый год спускается на воду. Постоянно их обслуживают, 93 год. Янмар 2 GM, 18 лошадей. Компас, автопилот, купальная платформа. Смотрим. Неплохое предложение за 23 тысячи. Такая компоновка, и будет 2 задние двери. Одна из них отдельный туалет с душем, достаточно обширный. А вторая каюта задняя. Носовая каюта за шторкой. Холодильник. И задняя каюта тоже обширная. Крео продает ее. Солнечные панели. Бимини, спрейхуд. Все есть. Интересно. На румпеле. Такое предложение. Да. Класс. Неплохое предложение. 23 тысячи, 2003 гипси 302. 29 тысяч Бенитао Океанис 31 2009 года. Ну, все, что у них есть, почитайте. Свеженько все выглядит, очень приятное. Может, была чартерный, такое все сложенное, аккуратненько. Пустая. Ни панели, ничего. Находится в Португалии. Бавария 39-й круизер. 32 тысячи. 2005 год. Есть вон тузик. Мотор подвесной. Фотографирует симпатично. Находится на Кипре. Душ, все симпатично, классная компоновка кают-компании, когда вдоль борта стоит кухня и еще один ряд вдоль прохода сидений, то есть никакой не проходной, задняя обширная каюта, классная лодка за эти деньги. Большая носовая каюта, вот это мне нравится сбоку, интересно сделано, очень толковая компоновка. 39-й круизер. Так, что пишут? Все заботились, все классно. Даже 2 туалета с душем. Все есть. Volvo Penta, свежий, 55 лошадей. Классный мотор, классная лодка. 32 тысячи евро на Кипре. И вот то, что я говорил, тоже пару дней прошло. Уже неплохие предложения были где-то в районе там тоже до хорошее предложение, где-то в районе 35 тысяч были на Майорке. Это Сан Одиссей 45, большая лодка была. И Сан Одиссей 42,
2002 год в Италии. Все написано уже недоступные. Недоступные. Хотя пару дней назад еще были, пожалуйста, берите. 38 тысяч Бавария 6 года круизер. Находится в Греции. Вне моря, как и все тут в Греции, стоит на суше. Автопилот, прибор Реймарин. Газовые плиты, сухие пайолы показывают на берегу. Старые картлотеры. Volvo Penta мотор. Показывает, наверное, новый генератор. Volvo Penta D1. 18 лошадей, слабенький. D1, D1.20. Мне кажется, слабоватый мотор для этой лодки. В чехольчиках. Ну, Греция находится прямо. Можете выходить и плавать. Санте, первый год, 32 фута. Такой кокпит, риманриновские приборы. Передняя, задняя каюта 40 тысяч. Мне кажется, многовато, конечно, такую лодку. Самую свежую. 20 лошадей тоже стоит у нее. Автопилот. Новый гирбокс. Произведен рефит. Сан Одиссей 30. Находится он в Греция. Сан Одиссей 3 год, 45 тысяч. 37 футов. Есть деньги, подвесной мотор, купальные платформы, отдельный туалет. Вот такая симпатичная кают-компания. Шесть с половиной тысяч часов мотор прошел, 40 лошадей. Volvo Penta. Дальше. 50 тысяч. Океанис 323. 2006 года. Тоже здесь находится на Левкосе. Если что, обращайтесь. Можем посмотреть, сделать видеообзор. Такая компоновка. Автопилот, прибор Реймарин. Все на своих местах. Мило, симпатично заведено. А вот группа Network Yacht Broker делает. Продает. Honda 2 лошади. Как я делал обзор на этот подвесной моторчик неубиваемый воздушного охлаждения. А, да, есть 2 солнечные панели. Вот здесь хорошая, конечно, доукомплектованная лодка. Стоит только лодку чуть укомплектовать, и уже сразу плюс 10 тысяч, к слову. 30, а вот здесь за полтинник. Поставили солнечные панели, есть деньги, подвесной мотор, и уже она стоит для 50 в Греции. Так, вот такой был, кстати, еще катамаран Бенитао Блю в обзоре про катамараны, который можете посмотреть, делали недавно. Тоже хотели его всунуть за 50 тысяч. Бенитао Блю 2. Свежий год достаточно. Но, опять же, за пару дней он уже пропал из доступа. Поэтому что-то вкусное разлетается моментально. Если нужно делать обзоры, обращайтесь. Можем помочь. Также, если хотите забрать, вот у нас в телеграм-канале есть тут ссылки, как посты. Если хотите забрать весь пакет, заходите к нам на Patreon. Там сможете это забрать все предложения сразу, сортированные. И я считаю, что это просто супер крутое предложение, которое вот удалось найти 2008 года. 11-метровая лодка Allen Impression 384. АИС. 4 солнечные панели. Дизельный обогреватель Webasto.
Водный обогреватель или тепло двигателя горячая вода находятся в Испании. Реймариновские приборы, большой стол, лазибэк, видно какие-то свежие достаточно бимини лазибэк, просторный кокпит, тик, дополнительные приборы, такой вот рыбацкий стульчик посидеть, передняя каюта двойная, очень просторная, классно организованный кокпит. Кают-компанию нравится очень, за стеклом симпатично. Все очень приятное, ухоженное, красивое. Все приборы, все рычаги управления заведены в кокпит. Вот мы видим радар, АИС, солнечные панели. Приложу обзор, YouTube обзор в нашем телеграм-канале на эту лодку, где они показывали все детали. Но вот это заднее окно. Вот это заднее окно говорит о том, что у них две задние каюты, слева и справа. Трехкаютная версия. Дизельный новый, так, носовой подруливающий, собственно, аккумулятором. Носовой подруливающий есть реальная гличная лебедка. Автопилот Реймарин. За 30 тысяч, мне кажется, это супер. Классная лодка. Очень симпатизирует мне. Если вы нашли какой-то интересный вариант и хотите им поделиться, пожалуйста, присылайте в нашем телеграм-канале Yacht Family администратору. И вы досмотрели это видео до конца, пожалуйста, не пожалейте свой лайк, комментарий. Ну и подписывайтесь на нас, если вы все еще этого не сделали. И до новых встреч!